Очень часто учебу за границей воспринимают как один из путей иммиграции. Интернет пестрит статьями, как уехать, куда уехать, сколько это будет стоить, как получить стипендию. Вопреки расхожему мнению, люди едут учиться за границу по разным причинам. Сегодня мир открыт и предлагает массу возможностей. Я искренне считаю, что пожить какое-то время за границей должен каждый. Это огромный личностный рост, это расширяет границы и помогает принять мир в его многообразии. И это естественно, что любопытные и амбициозные хотят знать больше, взять лучшее и иметь возможность выбирать, где им комфортно реализовывать себя и где есть спрос на их навыки и амбиции. Этот фильм про людей, которые по разным причинам поехали учиться в другую страну и вернулись по разным причинам. О том, почему им было нелегко, с какими вызовами они столкнулись и как нашли свое место. Я просто, когда вернулась, я такая была немножко испуганная, крылья опустились, и как-то грустно было. Просто когда ты там, у тебя такое представление, что ты сейчас типа столько всего сделаешь, и все возможно. Когда я вернулась сюда, немножко все заблюрилось. Как бы я думаю, что это связано с тем местом, куда я пошла работать. Ну, то есть там я в общем, свой потенциал зарыла глубоко под землю. Там были люди, которые пытались очень влезть в личную жизнь, и мне очень хотелось под купол какой-то спрятаться, чтобы меня не трогали, потому что я поняла, что в Беларуси немножко существуют проблемы с границами. Наверное, больше всего меня вырубило в том, когда я приехала, это связано с дипломом, что я его принесла, его вообще не забрали. Ну, то есть его взяли мой диплом универский, бакалавра, а этот вообще не взяли. Люди думают, что магистратура — это хрень вообще собачья в Беларуси. Ну, то есть я спрашивала людей, которые оканчивали магистратуру, они вообще считают, что это даже ниже по левелу, чем бакалавриат. Серьезно, то есть я спрашивала. Потому что вначале такая говорила, я в магистратуре учусь-таки, и что? В Лондоне? И что, да? Да, и что, типа, и яйца в Лондон. Инициатива не приветствовалась в компании большой. В маленькой там, пожалуйста, пиши. Хоть ночью работай. Сколько хочешь. Да, сколько хочешь, да. Фрустрация от этого психологическая. Я почему-то решила, что я буду работать год, поскольку, как же бросать начатое. Как это будет смотреться в резюме? Да, как будет смотреться в резюме, мама, сестра, верни-ка, может, еще немножко поработай, подумай, зарплата же нормальная, там, стабильность, все дела, да, и я такая, из продвинутой студентки Лондона превратилась в такого типичного человека, который боится что-то попробовать, бросить, начать заново, потому что какие-то как будто бы существуют ограничивающие факторы. Это в голове. А почему так произошло? Ты ходила по собеседованиям? Я хотела уже найти работу в Лондоне, то есть я уже начала рассылать резюме, рассылала достаточно много, но ответили, может, пару компаний. Я потеряла надежду, поскольку мы не из Евросоюза. Я должна была искать работу в лицензионной компании с лицензией, которая может меня устроить на работу как гражданина не Евросоюза. И плюс мне надо было после окончания магистерской искать работу уже по специальности, то есть с определенной зарплатой. Много ограничений. Куча критериев. Да. После магистратуры там много людей таких, и там стажировка обычно бесплатная, либо платят настолько мало, что я покупаю проездной, кушаю чисто дома, и все, у меня уже заканчиваются деньги. То есть там низкие зарплаты очень для уровня жизни, именно у студентов, там, начинающих, и стажировка. Я поработала там, может, 2 дня, написала статью хорошую, и поняла, что, я буду искать там работу официантки, потому что больше, на районе своем, потому что ездить было дорого. И работа официантки — это, наверное, не то, зачем ты ехала в Лондон. Я просто там чуть не сошла с ума. Я работала официанткой, но я забыла, что это так сложно, в плане, это физически сложно.
После того, как я за маленькую стипендию жила в Лондоне, типа не ходила там к парикмахеру, ходила в академию, то деньгами там стригли бесплатно, типа, там не ходила в кафе, в салоны всякие красоты, мне хотелось приехать, получать зарплату и там покупать то, что я хочу, делать то, что я хочу. Короче, мне хотелось быть независимой в финансовом плане, и поэтому я как можно быстрее хотела найти работу. Ну, то есть, наверное, надо было больше времени потратить на поиски. Вот, то есть какие-то такие критерии, которые я бы сейчас уже не использовала при поиске. Я бы больше думала о том, что это мне даст в будущем, ну, в плане, там, сейчас я уже работаю в компании, в которой буду развиваться. То есть какое-то было странное решение, мне кажется. Вот, немножко стыдно за него. Это было жестко. Так сложилось, что буквально через день после того, как я вернулась, начался сильный дождь, гроза, какой-то невероятный холод. То есть это был конец июня, начало июля, в Испании плюс 35, тут ты приезжаешь плюс 16, тучи, хмары, вот этот ливень. Никто вокруг не улыбается, никто вокруг так не здоровается, не проявляет такой жизнерадостности, ну просто в силу культурных обычаев. И ты думаешь, как так, куда я попала? Я хочу обратно. Мысли о том, что я останусь, были у всех вокруг, но не у меня. Все ждали, и самый первый вопрос был, а почему ты не остаешься? На самом деле ответ достаточно для меня простой. Я уже достаточно много в себя вложила, будучи в Беларуси. Я училась по тем знаниям, которые важны здесь, которые применимы здесь. Для белорусского общества у меня получалось достаточно классное резюме. Я понимала, что особенно в сочетании с моими внутренними качествами здесь может быть очень классный старт, и я видела четкие перспективы. Условно говоря, если бы я осталась в Испании, я была бы просто очередной иммигранткой, девочкой особенно, которая якобы приехала за лучшей жизнью. И если посмотреть, вот особенно выходцев из славянских стран, чем они там занимаются, это в основном сфера обслуживания, сфера услуг. Это физический труд. Я понимала, что у меня хороший багаж знаний, очень высокие амбиции, и что это не мой уровень. То есть я могу намного больше. Зачем мне было оставаться там, первое время быть вот как все, пытаться доказать, что я не просто иммигрантка из Руссия, Белоруссия, что за страна, а Беларусь, а действительно, что я чего-то стою. По условиям контракта я должна была вернуться. Если бы я не вернулась, я должна была бы вернуть всю стипендию, которую выделил грант. Я должна была бы вернуть все деньги университету за стипендии, за президентскую стипендию, которую я получала. То есть я не могла так подвести себя или подвести родителей, чтобы они потом ходили по инстанциям и разбирались со всеми вот этими нюансами. То есть это ответственность, это условия договора, по которому я согласилась ехать. Поэтому здесь не могло быть других просто вариантов. Сразу после учебы я вернулась. Ну, как тебе может понять человек, который там не жил, почему ты вернулся? Даже если ты ему расскажешь все, он же в Европу там видел, например, или Штаты, он же видит только, когда ездит туда туристом, а туристам что видит? Классные рестораны, классные, все чисто. У меня изначально, то есть идея академика, там, академической карьеры, ее не было как таковой. Это сейчас все молодежь какая-то на карьеру ориентирована, они все знают со второго-третьего курса. Но где-то к третьему уже году, к концу третьего года я понял, что Academic Career, Science, эти все вещи имеют под собой очень разное значение. В какой-то момент я даже переключил, наоборот, стал этого не хотеть, возможно, это чуть-чуть перегорел, но ключевым фактором, наверное, было, когда в Ороке объявили на должность доцента конкурс, то прислало 200 человек свое резюме. 200. Сам факт, что вероятность того, что тебя туда возьмут, 0,5%. Статистически, как бы, она такая очень маленькая. И я понял, что у меня точно будет какое-то разочарование. Ну, то есть я хочу там, например, быть профессором или ассистент-профессором, а тут у меня не получается, а я хочу. И тут дальше нужно понижать свои требования или куда-то уходить. Уходить в индустрию я тогда не понимал, зачем, куда и что. Я просто не рассматривал это в принципе. Но я, конечно же, стучался, начал искать себе постдока. Фандинг был быстро доступный от Нидерландов.
И я туда поехал, потому что это было простое решение. Я к тому времени уже понял, что я хочу ходить. У меня зажглась тогда идея, что в стартап уходить. Искал инвесторов там, в Англии, в Беларуси. И пребывал в наивности, что вот почему мне не получается поднять фандинг. Потому что мне нужно приехать в Беларусь, там-то точно фандинг. А единственное, что мне бы его не дали. Сейчас смотрю, только я бы себе не дал. Никакого фандинга. Я вернулся в Беларусь. Я ходил здесь по всяким, назовем их так, богатым людям и мини-гархам. Вот. Они на меня так смотрели, мальчик, типа, ты чё вообще? Мы тут в этом бизнесе 20 лет, а ты нам что хочешь рассказать? Финансирование не нашел? Ну и где-то через месяц, полтора-два меня знакомый позвал, говорит, хочешь к нам в айтишку? Пошли. Но я там продержался испытательный срок, после которого мы согласились расстаться. Мне надоело заниматься глупой работой, с моей точки зрения. Я начал задвигать директору компании, как делать продукт. Вот. Но они не восприняли моих новаций. Я их понимаю прекрасно. Какой-то парень, который вызывает SEO на ковер, там, члены совета директоров вызывают рассказывать им, что надо делать. Они сделку тут провели на много миллионов. Пацан говорит, что ты туда не ходи, ты сюда ходи. Да? Потом я пошел, меня сразу же ребята забрали в менеджмент консалтинг. Здесь хорошая очень компания, с хорошими партнерами. Какое-то время я даже был без работы сидел в Беларуси, где-то в сумме почти полгода. Я ходил на собеседование, я ходил к собственникам белорусского бизнеса, просился к ним замдиректора на работу. Где-то я просто себя слишком высоко ценил, неадекватно абсолютно. Правда сказать честно, что потом некоторые люди звали на работу, но я уже к тому времени работал в Москве в фонде. Меня взяли аналитиком финансовым. Через 2 года это все как-то свернулось, потому что там внутренние были перестановки в Роснамо, и я просто подумал, что больше там оставаться не надо. Плюс меня ребята, сегодняшние НКАТы тогда, они же меня еще до Роснана к себе звали. Если бы ты не поучился там на PhD, каким бы ты не стал? Я работал в Швабине, в Центральной заводской лаборатории. Я вернулась в 2014 году. Не могу сказать, что я сразу нашла то место, где я могла бы реализовывать свои знания, навыки, амбиции. Это был довольно-таки непростой период понимания белорусской реальности и своего места в ней. Я много ходила на всякие международные тусовки, я их искала. В то время это было нелегко. Я пыталась воссоздать вокруг себя тот социальный круг, к которому я привыкла во время обучения там, в других странах. И это, наверное, стало тем триггером для поиска решений, ответов. Тогда я еще не знала, в принципе, что есть так много таких людей, как и я, и что они столкнулись с такими же проблемами. Я могу сослаться на Болонский комитет белорусский, который делал такое исследование в прошлом году. И мы выяснили, что белорусы вообще очень мобильный в образовании народ. То есть у нас самое высокое количество людей, молодых, выезжающих на учебу за рубеж. Оно выше, пропорционально выше к количеству населения, чем в той же Украине, например. Если по количеству населения мы посчитаем пропорцию. Первая страна, в которую выезжает на учебу, это Россия. На втором месте Польша. Белорусов очень много учится в Польской республике. После 70% России это где-то 12% остальных учатся там. И все остальное занимают другие страны. Это и Великобритания, и Соединенные Штаты, Италия, Испания. Проблема только в том, что уровень языковой белорусов не настолько высок, чтобы они чувствовали себя потенциально способными участвовать в стипендиальных программах, и поэтому, наверное, не так высок процент тех, кто выезжает на учебу за рубеж.
Вы помогаете людям поехать учиться за границу. Какие цели преследуют эти люди? Обычно это родители обращаются, говорят, мы хотим дать лучшее, что мы можем для своих детей, лучшие возможности для своих детей. Мы говорим, а какие у вас цели? Многие говорят, мы даже не знаем, какие цели. Мы просто хотим дать самое лучшее. И мы вместе с ними, с родителями, тогда с ребенком начинаем прорабатывать цели. А зачем ему вот высшее образование за границей? Почему родители считают, что обучение за границей — это лучшие возможности для их детей? Обращаются люди, которые обеспечены, потому что обучение за границей — это даже не средний класс может себе позволить. Это, наверное, топ-10% людей по доходу может себе позволить учиться за границей платно. Да? То есть эти люди, как правило, уже сами были за границей много раз, и они видят и могут сравнивать. В какие страны уезжают те, кто готовы платить самостоятельно за образование? Польша, Чехия побюджетнее страны, но там потом уровень жизни ниже. Почему там бесплатное образование можно получить в Чехии выше? В Германии тоже бесплатное выше, но там нужно платить, надо больше денег на проживание. Канада тоже достаточно в миграционном плане, у них хорошие программы есть, то есть люди, которые идут туда учиться, они в принципе могут легко там остаться. Процент тех, кто возвращается, уменьшается в последние годы, потому что, как мы понимаем, ситуация в Беларуси, ее политическая ситуация экономическая, она не привлекательна для белорусских выпускников, и поэтому процент за последние несколько лет снизился. Но еще 2 года назад, когда мы делали просто опрос тех, с кем мы работаем, а это база более 500 человек, возвращенцев, так называемых, было почти 60%, 60% и более. Возвращаются в основном те, кто либо связаны по своей специальности с Беларусью, и им интересно работать здесь, потому что здесь на начальном этапе, например, развитие той специальности, которую они получили, и им интересно, потому что это такой плацдарм, полигон. Возвращаются те, у кого это связано с семейными обстоятельствами зачастую, финансовые обстоятельства могут влиять, и очень большой процент тех, кто просто патриоты, которым хочется что-то изменить в своей стране, и они понимают, пожив за рубежом, что я хочу, чтобы у нас было так же. Эксперты из всех 3 секторов, и государственные, и бизнес, и НГО, все настроены очень положительно. Они понимают потенциал этой группы, они понимают необходимость реформ в Беларуси, они понимают, что это молодая кровь и молодое веяние, которое может изменить ситуацию, вот эту ситуацию стагнации во всем белорусском сообществе. А общество, обыватели зачастую настроены совершенно иначе. То есть они говорят о том, что странно, что они возвращаются, наверное, они неудачники. Если они не устроились за рубежом, нормальные люди работают в Швеции, в Австралии, в Соединенных Штатах, а эти почему-то возвратились, значит, что-то у них там в жизни не так. Либо они говорят, это деструкторы, они научились делать революции и перевороты и так далее, и привезут сейчас это в страну. И особенно эти голоса слышны у представителей государственных властей, которые считают, что кузница кадров, это Академия при президенте, это самая главная институция, которая должна готовить кадры для белорусской экономики. Очень часто в разговорах с выпускниками я слышу термин overqualified. Да и сама я с этим сталкивалась не раз. Получается, что твои приобретенные знания, навыки — это слишком для работодателя. И здесь я вижу 2 причины. Первая — работодатель боится, что ты внесешь хаос в отложенные процессы, а может быть даже, что ты подсидишь кого-то. Вторая — работодатель опять-таки боится, что тебе быстро станет скучно, и ты уйдешь, а он потратит деньги и время. Но это все между строк. Напрямую мне никто не говорил, как, что и почему. В целом бизнес, конечно, готов нанимать людей, в том числе, которые учились за границей. Это не является каким-то препятствием, психологическим барьером.
Но другое дело, это, конечно, баланс между тем, какое образование белорусам интересно получать за границей, и какое образование, а точнее, какие навыки и квалификации востребованы на рынке труда. Но это тем более усугубляется, если люди получают образование в одной стране и в целом совсем другой некой политической, экономической ситуации, а работают в другой. И человек, который, например, изучал политологию в Европе, потом сталкивается с белорусской политической реальностью, где не востребованы такие политологи в принципе. Или человек, который получил образование в сфере public administration, приезжает в Беларусь и очень быстро поймет, что люди не знают, что такое публичное администрирование, и ему надо перевести свою специальность на слова «государственное управление». И, естественно, вот та разница, которая есть между европейским public administration и белорусским госуправлением, она неизбежно скажется на том, насколько такой специалист востребован на рынке труда. И вот эта адаптация европейского опыта к белорусским реалиям суровым, она часто очень, мне кажется, больно бьет по людям там, в 23-24 года, которые возвращаются, и оказывается, что вот весь тот контекст, в котором они пребывали много лет, оказывается, теперь его надо в том контексте они например, не нашли себе места там остаться, или они по каким-то другим причинам хотят вернуться в Беларусь. И оказывается, что здесь они сталкиваются с нашей реальностью рынка труда, который они не очень знают, они к нему не очень готовы, и им приходится адаптироваться, и это, конечно, большой вызов, с одной стороны, для самих таких людей, но в том числе и большой вызов для рынка труда, потому что рынку труда на самом деле нужны специалисты, которые имеют западное образование, которые хорошо знают английский, понимают международные реалии, и чаще всего это именно те, кто учился за границей и, может быть, не очень в курсе реалий нашего рынка труда. Я бы рекомендовала в обязательном порядке проанализировать рынок, потому что то, с чем я сталкиваюсь, когда ищу и коммуницирую с этими ребятами, определенные несколько завышенные ожидания с учетом того, что они получили хорошее европейское образование, с учетом того, что они посмотрели, как выглядят процессы в других странах, как действуют и ведут себя зарубежные компании. Они возвращаются сюда с ожиданием, что здесь встретят приблизительно такой же радужный прием, да? А здесь все-таки белорусский бизнес, как ни крути. И вот этот вот диссонанс, который происходит между ожиданиями и реальностью, он зачастую выбивает ребят из колеи. Это видно. В первую очередь понять, с каким багажом он вернулся сюда. Он вернулся с новыми знаниями или с новыми профессиональными знакомствами, то есть с расширенным нетворком, или он просто приехал с зарубежным дипломом. Если человек приехал с новыми хорошими знаниями, то на самом деле нет большой разницы, получил он их здесь, в Республике Беларусь, или за рубежом. Знания есть знания. Если он приехал со связями, с хорошим нетворком, то первым делом нам с вами нужно понять, как работодателям, каким образом в этой работе он эти связи применит. Ну и, наконец, если он просто приехал с зарубежным дипломом, то значит для него диплом является основной ценностью, ради чего он туда уезжал учиться. Тогда тем более непонятно, в чем здесь ценность для работодателя. Вопрос в том числе встречный. Какие ожидания у соискателя? Есть несколько советов. Первое. Постарайтесь всеми силами избежать эффекта overqualified employee. Когда ряд работодателей видит, что на не очень популярную или не очень высокооплачиваемую вакансию он получает резюме от специалиста, который действительно много и результативно учился за рубежом, у работодателя возникает вопрос, закономерный причем. Если он такой умный и такой образованный, то зачем он подает свое CV на мою не очень-то солидную вакансию? Что-то здесь не так. Или там поучился, но не пригодился, значит, плохо учился, и теперь ищет работу опять же здесь. Это неправильно. Но мы не можем ничего сделать с тем, что многие белорусские работодатели именно так этими терминами и думают. Поэтому постарайтесь избежать overqualified эффекта и, может быть, постарайтесь оттенить каким-то образом свой красивый, ценный и дорогой для вас зарубежный диплом, подтвержденный практикой работы в Беларуси у белорусских работодателей и над белорусскими или хотя бы над какими-то локальными проектами. Это первое. Второе. Соотносите ваши зарплатные ожидания с тем, что вам может и хочет предложить работодатель. В конце концов, действительно, вы тратили свои деньги на обучение за границей, в первую очередь для того, чтобы получать более высокое вознаграждение.
Но свои желания и свои ожидания нужно соизмерять с тем, что может вам дать окружающая действительность. Ну и, наконец, третий совет. Не бравируйте на собеседованиях своим образованием, по крайней мере, пока вы не общаетесь непосредственно с топ-менеджером или лучше с владельцем той компании, куда вы собираетесь устроиться. Потому что, к сожалению, среди белорусских HR-специалистов, особенно, скажем так, базового звена, вполне может возникнуть реакция такой профессиональной ревности. Он очень умный, у него зарубежное образование, но собеседует и его все-таки здесь сама, и он будет отвечать на те вопросы, которые я ему задаю. Задам-ка я ему какой-нибудь вопрос покаверзнее. Где-то в голове всегда стоит плюсик, когда есть иностранное образование, но этот плюсик очень быстро понятен. Он ли настоящий плюсик, либо это просто такой условный плюсик. Да, то есть бывает очень достаточно часто, когда уровень местного специалиста не хуже или лучше, опыт именно работы на местном рынке солидный. Ну, у нас, в принципе, есть люди, да, которые на Западе учились и работали, я в том числе. Ну, во-первых, у нас английский обязательно, да, там высокого уровня, во-вторых, высокого уровня образования, да. Ну, в принципе, у нас почти каждый там где-то на Западе учился из тех, кто работал. Да. Ни один вуз, даже БГУ, не готовит специалиста вот нашего профиля, да, вот, потому что, ну, это довольно редкая, конечно, в мире специальность. Инвестбанкинг, да, и ну, у нас в стране точно таких не готовят. А так сложилось, к счастью, что практически все программные менеджеры или офицеры, как мы их называем, которые работали в нашей организации и продолжают работать сейчас, они практически все являются выпускниками, либо получили дополнительное образование, либо основное образование за рубежом. То, что касается найма персонала, это всегда были достаточно высокие требования и стандарты по отношению к сотрудникам, которых мы набирали на работу. Я представляю некоммерческую организацию. Это вопрос ценностей, это вопрос миссии организации. Учитывая, что у нас в Беларуси не готовят таких специалистов. И вообще это голод, достаточно такой кадровый голод, то, что касается работы поиска персонала для международных организаций такого рода, как представляю организацию Фонд «Новая Евразия», потому что таких специалистов в Республике Беларусь не готовят, менеджеров по управлению социальными проектами. Для меня важны компетенции, которыми обладает человек, который приходит наниматься к нам на работу. И, пожалуй, это самое важное. То есть, ну и опять же, его желание работать именно в такой организации. Я не могу сказать однозначно, что если я вижу в CV сотрудника получение образования за рубежом, и я вижу, ну, то есть человека, который не получил образование в Республике Беларусь, да, конечно, я обращаю внимание, о каком вузе идет речь. И, ну, опять же, специфика, ну, то есть первого образования. Но может быть, как дополнительная возможность, да, для меня будет. Честно сказать, при поиске работы я не ограничила себя сферами. Я рассматривала абсолютно разные компании, от медицинских до IT. Главные критерии, которые я использовала, международность. Мне хотелось попасть в комфортную для себя среду. И это возможность использовать свои знания. Да, мне хотелось, чтобы меня оценили и дали возможность развиваться дальше. Мой путь был ходить, общаться и в процессе уже понимать и делать выводы. Если мы говорим про людей талантливых, есть несколько путей. Ну, то есть либо ты такой гениальный, организовываешь что-то сам, ну, ищешь каких-то талантливых людей, там, подтягиваешь свое какое-то финансирование, или, ну, и так как-то растешь, да? Либо продаваться, то есть наниматься куда-то, еще раз повторюсь, да, то есть это либо в IT, который более-менее конкурентоспособный на мировом уровне, соответственно, и требует таких же развитых, высококачественных специалистов, либо большие предприятия, которых, в общем-то, на пальцах можно пересчитать, и которые в большинстве своем государственные, и которые, в общем-то, их не готовы принять по своей внутренней идеологии. И поскольку сама система, она государственная, то есть еще такая, плохое слово, мне оно не нравится, совковая, но вот эта система не воспринимает этих людей с новым знанием как своего. То есть они воспринимают это как чужеродное тело очень часто, и эти люди очень часто становятся
не сколько движущим таким механизмом, а наоборот вот этим механизмом государственным откидывается. Часть людей не приезжает, им там так нравится. Часть людей возвращается. Первое – это свой бизнес. Да? То есть начинать, конечно, бизнес и делать бизнес у нас, особенно в IT, там, в других сферах, гораздо легче, чем в другой стране, да, потому что у нас, условно говоря, стоимость рабочей силы гораздо ниже, да, то есть если там нанять одного специалиста уже надо там минимум несколько тысяч долларов, то у нас за несколько тысяч долларов у тебя уже будет много специалистов. Команда, да, работает на тебя, поэтому с этой точки зрения бизнес делать, особенно тот, который ориентирован на глобальный рынок, гораздо лучше делать в Беларуси, и это показывает вот бум там IT-сектора у нас сейчас в Беларуси, он растет именно по этой причине. Вторая, это вот эти компании, они начинают работать в международных компаниях, которые работают на международный рынок, и им нужны международные эти специалисты, которые знают, как делать бизнес на мировом уровне. И они уже приезжают и идут там в глобальные компании, там, лидеры своего рынка, там, Wargaming, EPAM. Есть международные организации, вот, которые там, кто-то пошел работать в ООН. Конечно, есть ряд бизнесов, где даже формальные регалии очень важны. Например, в финансовой сфере ценность команды управленческой, которая имеет признанное в мире образование, даже не знание, даже не нетворк, а именно диплом, она автоматически повышает ценность всей команды, повышает востребованность с точки зрения клиентов этой финансовой компании. И да, это то, что называется economic added value. То есть в данном случае это для бизнеса полезно, и за это можно переплатить. Но таких сфер не так много. И любимая нами всеми сфера IT-бизнеса как раз сюда не очень относится. Я работал и работаю в IT, нанимал в основном людей, связанных с разработкой программного обеспечения. Это больше инженеры, менеджеры, продакт-менеджеры. Вот эти люди, получившие образование за рубежом, никаких плюсов не имеют. Потому что с точки зрения профессиональных скиллов, что там, что здесь, в областях, связанных с инженерией, никакого дифференса нет, никакой разницы нету. Единственный плюс, который могли бы в теории иметь эти люди, это чуть лучше софт-скиллы. И по большому счету это и есть ключевое отличие. То есть у нас софт-скиллам не учат. Люди, которые учились там, они как раз-таки эту точку зрения не разделяют, и у них может быть лучший soft skill. И это потенциально и реально может отличать и создавать больше возможностей здесь. Поэтому я бы так сказал, что люди, связанные с гуманитарными науками, наверное, у нас это маркетинг, сейлс. Конечно, если они получали образование там, то там есть и софт-скиллы лучше, и сами профессиональные знания лучше. А с точки зрения инженерии я не вижу никаких плюсов. Ценность soft skills для бизнеса, вне всякого сомнения, присутствует, но здесь вступает фактор, скажем так, родной почвы. Потому что тот опыт и те soft skills, которые человек приобретает и развивает, учась за рубежом, они в большинстве случаев идеально подходят для той бизнес-почвы и для той бизнес-культуры. И, к сожалению, абсолютно не всегда они годятся для Беларуси и для белорусского бизнеса. Если, конечно, это не 100% экспортно-ориентированный бизнес, как, опять же, многие IT-компании, которые, в принципе, с белорусским бизнес-сообществом вообще практически не работают. Безусловно, пожив в другой стране, поняв там традицию, культуру этой страны, пообщавшись с людьми оттуда, люди уже возвращаются другими, да, они возвращаются не такими советскими, если можно так сказать, да, а для компании, опять же, у которой западные контракты, это очень важный момент. Например, я знаю, что многие IT-компании, которые, например, занимаются аутсорсингом, да, и их задача продавать услуги на другие рынки, они сталкиваются с проблемой того, что даже если человек знает английский язык и учил его здесь, он все равно по культуре, по коммуникации, ну, скажем так, у него есть сложности, да, в том, чтобы разговаривать с людьми оттуда, чтобы следовать их правилам, чтобы понимать, что можно, что нельзя и так далее, да, то есть чувствовать вот этот культурный код другой страны. Поэтому лично для меня, и я уверена, что для абсолютного большинства компаний, у которых есть интерес на западных рынках, зарубежное образование – это, естественно, плюс и уже сразу знак качества.
Понятно, что развивается IT, да. Есть журналистика. Я знаю, что журналистика, контент, очень много направлений здесь, да, когда зарубежные компании создают здесь департаменты, отделы, которые обеспечивают их тем или иным видом контента. Да. Много про сейлс, поддержки. Некоторые наши контакт-центры, да, это колл-центры, набирали людей с английским языком, потому что оказывали дистанционно поддержку для различных бизнесов там в Германии, там во Франции и так далее, да. Ну вот я понимаю, что там колл-центр не предел мечтаний, да, специалиста, который получил образование за рубежом, но я просто говорю примеры о том, что степень проникновения, да, услуг, товаров, продуктов из нашей страны на Запад, она с каждым днем увеличивается. Понятно, что будут нужны люди, которые смогут обеспечивать это продвижение. Я как HR очень сильно грущу, потому что очень много ребят уезжают и не возвращаются, и ищут всевозможные пути там, чтобы зацепиться там и остаться там, и не возвращаться. И я абсолютно точно могу сказать, что в Минске очень много появилось за последние там 2-3 года огромное количество интересных, достойных компаний, которые даже если после обучения ребята вернутся сюда, смогут найти здесь хорошую, достойную работу, интересную, которая сможет обеспечить им там, как минимум точно не худший уровень жизни, чем тот, который они там получат там, где они учились, за рубежом. Это замечательная часть резюме, навыки либо soft skills. У меня никогда не возникало вопросов, что там писать. И я четко знаю, какой именно опыт стоит за каждым словом. Зачастую такие слова, как стрессоустойчивость, нестандартное мышление, open-mindedness, являются пустыми для работодателя. Так что же все-таки там такого в образовании в других странах, в Европе, в США, что дает полное право выпускникам писать, употреблять эти слова в резюме? На моей специальности ты мог выбирать почти все курсы внутри твоей магистерской программы. Заканчивая то, что когда ты выбираешь тему эссе, которая является вот заключительной работой, по которой тебе выставляют оценку за весь курс, ты тоже ее формулируешь сам. Из своих интересов, из своего профессионального контекста, из той сферы, в которой ты хочешь разобраться. Нет никакого списка, который предлагают, из которого предлагают выбрать. Это твое авторское исследование, пусть и небольшого размера. Конечно, мне кажется, еще важным фактором здесь это и академические свободы. Да? Мне очень сложно представить, как профессору в Англии кто-то приходит и говорит, что, знаешь, ну там твоя тема недостаточно интересная. Академическая свобода — это основной принцип, на котором базируется вообще работа университета, по-другому она невозможна. И точно так же это экстраполируется на свободу студенческую. Также это экстраполируется на то, что есть огромное уважение к вообще авторству, да, и начиная от того, как, ну вот, ты можешь думать и говорить все, что угодно, и нету никаких ограничений, но чему есть нулевая толерантность, это к плагиату. И это создает необходимость думать. Да. Критически. Совершенно верно. И это то, что нам повторяли практически все наши преподаватели. Покажите мне в своем эссе, как вы думали, на что вы опирались, какие вы делаете выводы и к чему вы приходите. Это единственное, что меня интересует в вашем эссе. Высшее образование — это самообразование. За тобой никто не бегает, не пытается тебе эти знания донести. Ты сам в ответе за то, что ты делаешь, за то, что ты изучаешь и какие ты результаты потом получаешь по итогу. Конечно же, это возможность планировать, какой-то видеть в перспективе вот, свой график, свои планы, свои активити, которые ты хочешь параллельно делать с учебой. Это очень удобно. И, конечно же, это приучает вот к этому самоорганизации, самопланированию и самостоятельности и ответственности даже перед самим собой, потому что некого винить, ты сам за все в ответе. И немаловажным фактором было
принятие чужих культур, вот этого многообразия, потому что когда ты здесь, в одной среде, вокруг тебя одни и те же люди, с одним и тем же воспитанием, когда ты оказываешься в этой среде, где тут немцы, тут испанцы, тут азиаты, тут французы, у каждого свои какие-то заморочки, свое видение, свой стиль общения, то немножко, конечно, ты выходишь, даже не немножко, ты выходишь из зоны комфорта. И поэтому я даже засомневалась в том, что белорусы в целом толерантны. Если рассматривать толерантность как терпение, то мы очень терпеливы, мы стерпим все. Но если рассматривать толерантность как готовность принять все это, то здесь могут быть вопросы, потому что, конечно же, вот это многообразие, оно сразу тебя такое обурение по-белорусски кажучи вызывает внутри. Конечно же, это очень режет глаз, когда начинается занятие, открывается дверь, заходит преподаватель или преподавательница в короткой юбке, в маечке на бретелечках, в вьетнамках, садится на парту, не за парту, а на парту, закидывает ногу за ногу и говорит: ну что, сегодня мы с вами обсудим такую-то тему. И ты не понимаешь, как так, потому что ты привык, что преподаватель — это такой серьезный человек, который заходит и сразу тебе демонстрирует, где он, а где ты. Я боролась с этим весь год. Когда заходил преподаватель в аудиторию, я машинально вставала, я подрывалась. И не только я одна, все белорусы, которые были, мы все подрывались. Потому что это такой же инстинкт, что когда преподаватель заходит, студент должен встать, ученик должен встать. С этим ничего не сделаешь. И на нас смотрели, как на инопланетян. Почему? Зачем вы встаете? Что это? Я работаю в Министерстве экономики, занимаюсь вопросами присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации и торговым переговорам в целом с разными странами. И, конечно же, когда тебе нужно координировать много-много министерств, когда тебе нужно уметь общаться с международными экспертами, с людьми из других стран, весь этот опыт, накопленный там, даже по организации самого процесса, по ответственности перед самим собой и по умению общаться с людьми из других культур, из других стран, с другим мировоззрением, это, конечно же, имеет непосредственное влияние на то, как я сейчас это делаю, уже будучи специалистом на своей работе, продолжая вращаться в этой глобальной среде, в этом многокультуре, многонациональности и таком многообразии мнений, обычаев, традиций и, наверное, даже в общем мировоззрении. Критическое мышление в стартапе точно нужно, то есть потому что там, если его нету, то, скорее всего, ты просто не будешь работать в этом стартапе. То есть это, мне кажется, специфика стартапа и корпорации, они отличаются. То есть в корпорации ты можешь, я не гоню на корпорации разные, но ты можешь, делать свою работу и выполнять какую-то функцию, и, в принципе, ок. То есть у тебя есть руководитель, который тебе подфиксит там что-то. Стартап, мне кажется, это классная штука, где ты такой shaped, что ты можешь заниматься многими разными вещами и, возможно, на тот момент определиться, что тебе интересно. Когда учишься в региональном университете, в белорусском, то тебя учат, как сделать, кофейню в своем городе. И не учат, если учат, И не учат тебя, что ты можешь создать глобальную компанию, которая будет лидировать на мировом рынке. В западном, это одно из отличий, это в западных странах они сразу учат, говорят, ты создаешь компанию, она будет конкурировать на глобальном рынке, и ты сразу думаешь о том, как построить компанию, которая будет оказывать сервис для всего мира, которая станет лидирующим на западном рынке. У нас же шутка такая. Мы здесь все орки. Живем мы в Мордоре. Орки, смотри, у нас клыки торчат. Мы друг на друга даже когда общаемся, мы говорим, как орки, знаешь. Орки у костра, когда они сидят, там, знаешь, орк один говорит, а второй не согласен, у него костью бросает. Это у вас так происходит? Это, в принципе, в нашем обществе так, если ты не заметил. То есть у нас там у орков же понятие чести есть. Мы же мы следуем традициям предков, да, у нас. А там, на Западе живут хьюманы, они такие в Ланзароте живут, они все классно, красиво, они такие в доспехах красивых. А я такой получеловек, полуорк, которого по факту ни там не признают, потому что я для них орк, а для местных я человек, но по факту я ни туда, ни сюда. И меня переговоры какие-то отправляют с иностранцами всегда. Мне с иностранцами очень просто ладить. Что
что необходимо сделать для того, чтобы люди уезжали получать качественное образование пусть за рубеж и возвращались сюда, успешно интегрировать опыт, полученный там? Нам нужны новые импульсы. И эти импульсы, ниоткуда они не возьмутся, кроме как из людей. А чтобы они появились, эти люди должны пройти через какой-то другой опыт. Да? И таким другим опытом может стать учеба за границей, особенно когда мы говорим про магистерские программы, когда мы отправляем уже сформировавшихся взрослых, зрелых людей. Первое, да, не хватает таких программ с точки зрения государства, да, массовых, государственных, с понятной и прозрачной процедурой отбора, с понятной миссией, нацелены на развитие Беларуси, да, не на то, чтобы там отдельный человек получил какие-то бенефиты, а все-таки на развитие страны. И для этого важно потом, конечно, не только, что они уехали и вернулись, но здесь работа сообществ, выпускников, каких-то возможностей для них, для общения, для совместного создания чего-то еще. А второе, это все-таки, конечно, активность самого населения. Активность самих людей, которые подаются или не подаются на программу. Почему, как вы думаете, почему так происходит? Почему таких программ, как в Казахстане, в России такая же программа, наверное, в меньшем масштабе есть? Почему у нас такого нет? Здесь я не склонна к тому, чтобы фантазировать и залезать в головы других людей и думать, что бы они могли подумать. Но тот дискурс, который слышен на эту тему со стороны официальных позиций, это, конечно же, дискурс про утечку мозгов. И мне кажется, что если кто-то так говорит, он просто не разобрался. Он не разобрался в том, как работают программы. Если мы отправляем человека, у него есть обязательство вернуться, и они возвращаются, и мы все вернулись. С прошлого года, с моего года и, уверена, со следующего года тоже. И мы здесь, мы активные, мы лидеры, мы молодые, мы делаем какие-то классные проекты, мы так или иначе меняем нашу действительность. Поступила сестра по этой программе вначале. Я слышала, что вот она едет учиться в Лондон. И для меня это было, да ладно, типа, едет учиться в Лондон. Конечно, как-то можно поехать учиться в Лондон. Ну, я тоже так думал, когда вот в Америке работал 14 часов в сутки, да, и там кто-то получил стипендию, я тоже мечтал, думал, это невозможно. Но потом я просто подал, и мне повезло. Преподаватель по испанскому языку сказал, что есть такая программа, чтобы я быстренько собрала документы и подала. В течение 2-3 дней я собрала все документы, и это было все очень спонтанно, и вот как щелчок. Ну, конечно, я всех призываю вытягивать эти лотерейные билетики и быть авторами своей жизни.